Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такие хорошенькие цветочки, яркие. Вы можете выполнить такой цветок в одном цвете, видите, да? Можете выполнить, я его назвала пятицветик, то есть несколько цветов использовать. Ну, у нас и серединка с вами другого цвета, поэтому, наверное, шестицветик. Присоединяйтесь. Очень интересно и классно вяжутся лепесточки. И за счет такого провязывания, видите, они хорошо держат форму. Очень интересные получаются, спеко, красивенькие и хорошенькие. Присоединяйтесь. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Можете цветочек использовать как для декора, так и сделать маленькую брошечку. И цветок получается небольшой, видите, да, можно даже как сережечку использовать. Или пришить к заколке и как украшение для волос. Для работы я использовала крючок 1,4 и остатки яркой пряжи. Стопроцентный у меня мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Вы можете использовать буквально любые остаточки. У вас получатся вот такие хорошенькие цветочки. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего цветочка с основы. И выполняем одну воздушную петлю. Далее мы вяжем 4 воздушные петли подъема. Видите, да? Раз, два, три, 4. Далее выполняем 2 накида на крючок. И я ввожу крючок в самую первую воздушную петлю. И выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Далее я выполняю незавершенный столбик с 1 накидом. Далее незавершенный столбик с 2 накидами. И незавершенный столбик с 3 накидами. Вот таким образом. Далее я все петли на крючке провязываю вместе, то есть делаю общую вершинку. Вот такая основа для моего цветочка готова. И далее я приступлю к выполнению уже непосредственно навязки. Я начну выполнение нашей навязки. Смотрите, я выполню одну воздушную, далее выполняю еще одну воздушную петелечку. Мы в дальнейшем в нее будем работать с вами, провязывать. И теперь я покажу направление вязания. Смотрите, направление вязания у меня будет идти вот таким образом. Сначала мы обвязываем арочку из воздушных, далее столбик с 3 накидами. Вяжем всегда мы с вами по спирали, далее столбик с 2 накидами, противоположный столбик с 2 накидами и столбик с 1 накидом. Вот таким образом. И далее по спирали мы будем с вами возвращаться. И теперь приступим. Берем работу поудобнее. Смотрите, вот таким образом я переворачиваю. И под воздушные петелечки аккуратно и красиво распределяя столбики без накида. Я вяжу 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 выполнили. Далее опять продолжаем и 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Столбики, как я и сказала, равномерно распределяем. Далее, смотрите, я переворачиваю на лицевую сторону. И мне нужен столбик с 2 накидами. Вот, видите, да, по спирали, который вот следующий у нас с вами идет. Я беру поудобнее и под этот столбик, опять же, очень внимательно, я буду провязывать 7 столбиков без накида, уже плотнее. 1, 2, 3, 4, 5,
шестой и последний 7 с этой стороны. Далее я перехожу на противоположную сторону. Смотрите, ищу столбик с 2 накидами. Вот он у меня. Хорошо видно. И опять 7 столбиков без накида. Подтягивайте, у вас столбики должны быть ровненькие все и аккуратные. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. И у нас с вами остался только один столбик в центре. Это столбик с накидом. Видите, да, вот он. Мы разворачиваем, вводим под него крючок и тоже будем провязывать 7 столбиков без накида. Очень-очень плотно. Это дает нам возможность потом в дальнейшем закрутить нашу серединку как спиралечку. Я просто беру вот так, подтягиваю хорошо, и оно достаточно легко вяжется. 2, 3, 4, 5, 6 и еще один 7 столбик. Выполнили. И теперь я останавливаюсь, мы смотрим, что у нас получилось. Вот такая у нас объемная серединка, навязочка в серединке получается. Видите? Вязать далее мы с вами будем в обратном направлении, тоже по спирали. Сначала вывязываем серединочку, затем лепестки. И мы приступаем к выполнению нашей серединки. Это у нас с вами будут столбики без накида с пико. Напоминаю, вяжем по спирали. Смотрите, здесь все очень просто. Мы выполняем одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. И в самую первую вершинку вводим крючок, выполняем столбик без накида. Далее пико. 1, 2, 3. Вводим крючок вот таким образом и выполняем соединительную. Далее опять столбик без накида и пико из 3 воздушных. Смотрите, я начну выполнение столбиков, вы продолжите самостоятельно. У вас должно получиться 21 столбик с пико. Я обычно считаю по пико, то есть 21 пико. И провязываю 3, 4 и так далее. Обязательно над каждым столбиком вы выполняете пико из 3 воздушных петелечек. Аккуратненько, не спеша, у вас все хорошо и красиво получится. Так мы выполняем с вами 21 столбик с пико. Смотрите, я выполнила 21 столбик с пико по спирали. Видите, я специально не стала закручивать, чтобы было хорошо видно. Далее мы с вами возьмем и вот такое действие выполним. То есть возьмем и закрутим нашу серединочку. Я закрутила, вы, конечно же, потом поправите это все и будет красиво. Сейчас я просто показываю и продолжаю работу. Ниточка синяя мне уже больше не понадобится. Я приготовила желтую нить и буду выполнять лепесточек. Смотрите, я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, захватываю желтую нить и выполняю столбик без накида. В дальнейшем вы все нити подтянете хорошо, уберете, чтобы они вам не мешали. И что я дальше делаю? Я дальше выполняю 1, 2, 3, 4 воздушные. Далее над последней воздушной я выполняю пико из 3 воздушных. 1, 2, 3, ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка и выполняю соединительную. Мое пико готово. Далее смотрите, я буду выполнять вот такой прием. Беру поудобнее, накид на крючок,
Ввожу крючок в воздушную петлю и, захватив рабочую нить, вытягиваю. Такую натяжку делаю. Первую, далее вторую и третью. Выполнили. Далее ввожу крючок в эту же вершинку, куда мы только что с вами провязывали наш столбик. Вытянули. Все петелечки у меня на крючке, и теперь я буду провязывать по 3 петли. Смотрите, первый раз 3 петли, второй раз 3 петли, третий раз 3 петли и 2 петелечки вместе, это 4-й раз. И выполняю пико из 3 воздушных, 3 воздушные петли. Далее, смотрите, ввожу крючок в вершинку и захватываю за вот эту нить. И выполняю соединительную. Мое пико готово. И я могу продолжить выполнение моего лепесточка. Далее, что я делаю? Я выполняю накид на крючок. Смотрите, пропускаю вот эту, здесь не воздушную, а вот эту петелечку. А под точно такую же петлю, видите, да, только между натяжками она у нас с вами, я выполняю еще одну натяжку. Точнее, первую натяжку в этом ряду. Далее я выполняю вторую натяжку. И накид на крючок, смотрите, третью натяжечку я выполняю вокруг столбика без накида. То есть вот столбик без накида, я прямо вокруг него обвожу и вытягиваю. Все петли на крючке у меня. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика. Вытягиваю и провязываю по 3 петли. То есть прием как бы один и тот же. Раз, два, три и 2 вместе. И пико. Раз, два, три. 2 нити и соединительная. Выполнили. Продолжаем нашу работу. Я опять выполняю те же действия. Накид, ввожу крючок под петелечку. Раз, под вторую, 2 и третью вокруг моего столбика. Далее ввожу крючок в эту же вершинку. Видите, да? Вытягиваю и точно так же провязываю, как и раньше. Раз, два, три и 2 вместе. Далее пико из 3 воздушных. Раз, два, три. Соединительная. Выполнили. Продолжаем выполнять наш лепесточек. Накид и опять те же самые движения. Раз, два и третий вокруг столбика. 3. Ввожу крючок в вершинку следующего столбика. Наш каждый лепесточек, всего их будет 5, будет располагаться над 3 столбиками. То есть провязываться будет в 3 вершинки. И теперь провязываем. Раз, два, три, 2 вместе, 3 воздушных пико и выполняем еще раз точно такое же провязывание. Накид, раз, давайте перевяжем, ниточка расслоилась. Раз, два и третий раз вокруг столбика. Не забываем, обязательно у вас должно получиться 3 раза. И далее я ввожу крючок в эту же вершинку и провязываю. Раз, 3, 2, 3, 3, 3 и 2 и пико. Можете себя проверить. В каждом лепесточке у нас должно быть по 6 пико. Я останавливаюсь, смотрим. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мы с вами лепесточек выполнили. Осталось немножечко. Нам, смотрите, вот у нас такие бугорочки, 3 штучки. По ним мы будем с вами выполнять соединительные. Вводим крючок и начинаем выполнять. Раз, два и 3.
выполнили 3 соединительных. Далее, смотрите, я ввожу крючок в вершинку следующего столбика и выполняю столбик без накида. Все, теперь мой лепесточек готов, и я могу приступить к выполнению следующего лепесточка. То есть вот этот столбик без накида, это как мой вот этот столбик, и уже начинается выполнение следующего лепестка. Вот хорошо здесь видно, я уберу сейчас серединку, что каждый лепесток у меня будет располагаться над 3 вершинками. Раз, два, три, 4. Я выполню пико, и далее вы продолжите выполнять уже ваш лепесток следующий. Точно так же. Смотрите, лепесточки могут быть разноцветные, как у меня. Покажу еще раз цветочек. А могут быть одного цвета. То есть вы здесь выбираете самостоятельно. Можете менять цвета, можете выполнить двухцветный цветочек, можете выполнить из одного цвета. Экспериментируйте и выполняйте все 5 лепесточков. Последнее, 5-е провязывание у нас будет с вами в воздушную петлю. Я ее покажу. То есть последний лепесточек вы будете провязывать вот воздушную петелечку. Помните, да, которую мы вот выполняли здесь. Я выполнила все лепесточки. Я после того, как завершу выполнение цветочка, все поправлю. А сейчас смотрите, убираю серединку. Вот последний мой лепесток. Как мы и договаривались, последнее провязывание выполняется в воздушную. Далее мы, как и во всех цветочках, делаем соединительную. И смотрите, как я завершаю. Я опять ввожу крючок в воздушную, выполняю столбик без накида. Подтягиваю его хорошо и ниточку обрезаю. Все, мой лепесток завершен. Видите, да? Лепесточки, кстати, получаются очень объемные. Они такие, ну скажем так, прямо, знаете, вот такие объемненькие, рельефные получаются. Очень необычные. А главное, при таком провязывании они не заворачиваются. Вы поправляете серединочку. И все, наше пико поправляете. И вот такая красота у нас с вами получается. Подчеркну, что вы можете менять, конечно же, пряжу по своему усмотрению. Можете один цвет сделать. Это изнаночка наша. Ниточки вы потом уберете. Я пока не убираю, они мне помогают вот так держать красиво, вам цветочек показывать. Видите? И вот такая прелесть у нас с вами получилась. И найду сейчас цветочек, где у нас с одного цвета он выполнен. Тоже хорошенький получается, нежненький, такой миленький. Спасибо, что смотрите меня, что вяжете вместе со мной. Конечно же, пишите в комментариях, что у вас получилось. Творческих вам успехов и до новых встреч!